Всем привет. Ну, у меня нет возможности пройти мимо новости об отключении и потом восстановлении электропитания в Испании. Рассказываю, как очевидец событий. Вообще до этого электричество в Испании отключали один раз на 4 часа. Было предварительно предупреждено население и отключили полгорода. Это было еще в Каталонии. Ну, отключили 4 часа, мы потерпели. Было необычно видеть, что такое большое масштабное отключение. Но прошло 4 часа, и электричество включили. Вчера же все это было неожиданно. Я с утра своей утренней рутиной занимался. Сидел за ноутбуком. Неожиданно пропал интернет. То есть Wi-Fi роутер выключился. Ну, я подумал, что проблема именно с интернетом. Потом смотрю, нету сигнала Wi-Fi. Посмотрел, что нету электричества. И я, соответственно, начал проверять. Первая мысль возникла, что у поставщика электроэнергии возникли ко мне претензии, отключили электричество в квартире. Я не знаю, умеют они, не умеют это делать дистанционно, но была первая мысль такая. Проверил в подъезде, не горит свет в подъезде. Ага, значит, весь дом отключен, подумал я. Потом начали читать новости. В новостях рассказывали об отключении электричества по всей Испании. Это проблема, подумал я. И первое, что понял, надо бежать, в чем мама родила, шучу. Ну, надо не переодеваться, а бежать в домашнем, в ближайший магазин, покупать еду и воду. Потому что плита индукционная, набрал воду в емкости для смыва унитаза и побежал, соответственно, ближайший магазин не работал, потому что у них закрыты двери, они показывают, что касса не работает. Дальше бежал в магазин, который здесь работает ну, скажем так, он работает в выходные, то есть там точно за наличку продадут. То, что купить за расчеты по карточке невозможно будет, это я понял сразу. Вот, побежал в магазин, у нас здесь неожиданно работал Массимас, есть такая сеть в Испании. Вот. В самом магазине было темно, было очень мало покупателей. Да, все повываливали на улицу, но покупателей было очень мало. Работали две кассы. Забежал, выбрал две упаковки, две бутылки воды по 5 литров. Что-то, то, что уже приготовлено, можно есть сразу. Вот, ну, почему-то я слегка паниковал, потому что я боялся, что в любой момент могут перестать обслуживать на кассе. И было достаточно темно, приходилось смотреть с фонариком, что на полках разложено. То есть в магазине был только аварийный свет, такой очень тусклый. Он действительно аварийный, то есть выход позволял найти, но товар особо не выберешь. И я, честно говоря, этот магазин плохо знаю, где что там у них лежит. В общем, выбрал я выпечку с всякими разными начинками. Планировали мы продержаться несколько часов. Ну и была идея, что выпечки хватит. Калорийная и свежая. Вот. На кассе все пробилось. То есть все считыватели, все работало. Все пробилось, рассчитался наличными. У меня болит колено, я растянул связки на правом колене неожиданно для себя. В общем, с некоторой болью допер воду и поднялся по лестнице. Вот. Но
люди в этот момент, это все было еще до часу дня, люди в этот момент просто вываливали на улицу, ну потому что в помещениях темно и все перестало работать. Но магазины еще некоторые были открыты, в частности китайские магазины были открыты, парикмахерские были открыты почему-то, хотя и не работали. То есть люди просто удивлены были и вышли на улицу узнать, а что происходит. Интернет работал, еще в это время интернет работал. И где-то к 15 часам людей на улицах было много машин, были пробки, моталась туда-сюда полиция. Ну, пробки, может быть, были потому, что светофоры не работали. Ну, то есть, было ощущение какого-то праздника, потому что очень много людей на улице было, они все громко разговаривали. Вот. И я думаю, что все ждали вот-вот все вернется обратно. Скупали ли в магазинах продукты питания, я не могу сказать, потому что я дотащил свою добычу домой и просто сидел и ждал, когда действительно вот-вот оно включится. Оно все не включалось. Ну и читал новости. Где-то в районе 16 часов начал пропадать интернет. Вот. Что еще? Ну, от нечего делать я даже днем поспал. Почему без интернета делать нечего. Коленка у меня болит, гулять по улице мне было тупо больно. То есть мне нужно наоборот было дать покоя ноге. И под вечер, ну, уже начало темнеть. Машин все меньше и меньше на улицах. Интернет уже работал, почти не работал. То пропадало покрытие сотовой сети, то покрытие возвращалось, но не было интернета. Либо был он очень медленным. То есть новости уже где-то с 18-19 часов почитать было невозможно. Вот. Честно говоря, все, что купили, все съели. Уже к вечеру. Но голода еще не было. Разогреть ничего невозможно, потому что плита индукционная. Подача воды была все время. То есть вода не выключалась все время. Хороший такой напор шел. Может быть, это связано с тем, что подача воды в Альте происходит из водонапорного резервуара, который находится на самой высокой горе здесь. То есть она просто текла по причине того, что она текла самотеком. Вот, а мы находимся внизу. А резервуар находится вверху на горе. И тут перепад высот приличный. Наверное, поэтому. То есть, если бы я был где-то на вершине горы, то вода бы не текла. Сравнивая с Горячим Ключом, где у меня дом был на вершине горы. Ну, высоко, во всяком случае. Так, что дальше? Когда стемнело, машин на улицах практически не стало. Люди ходили, подсвечивали себе фонариком, но куда-то ездила полиция большими толпами. 4-5 машин туда проехало, куда-то, не знаю куда. Вот. Скорые несколько проехали, но немного, как в обычное время. На улице темно, мало людей, в основном те, кто выгуливают собак, на улицах были. Собакам же не объяснишь про блэкаут. То есть при свете фонариков их выгуливали. Вот. Ну и ждали. Кто-то засыпал, кто-то в темноте ел холодную еду. Ну, в общем, мне было интересно, чем это все закончится. И в 23 я подснял несколько видео темных городов, но на улицу не рискнул выходить, потому что у меня нога болела вчера дико, и не до хождения было, не до прогулок.
И в 23:30, 23:40, где-то так, включили электричество. Как будто, знаете, вот щелчком повернули рубильник, и все сразу засветилось. Целиком. Но я понимал, что скоро включат электричество, потому что я на видео снимал, и видно было, что некоторые деревни вокруг уже были освещены. И интернет начал появляться где-то с 10 вечера. Заработал медленно, но заработал интернет. И я читал, что в валенсианском сообществе уже начали подключать какие-то населенные пункты, то есть какие-то пригороды Валенсии подключались, какие-то пригороды Кальпы, в смысле не Кальпы, а Аликанте подключались. Ну вот включили нашу деревню, и Кальпы потом включили примерно в одно и то же время. Кальпы это город такой. Вот. Так что блэкаут продлился 11 часов. Когда не было электричества, на улице практически перестали ездить машины. Стоило включить электричество, и знаете, как будто это вот игрушка какая-то. Включили питание, все забегали. То есть на улице вернулись машины. Также вечером поехала уборочная техника по той же самой рутине, как обычно. Все вернулось на круги своя. Люди кричали «Ура!» и, в общем, радовались тому, что включили электричество. Вот. Зато я понаблюдал звездное небо. А что я всем рекомендовал своим подписчикам? Смотрите на небо. Что такое звездное небо в Испании не видели, наверное, с начала 20 века, когда начало появляться электрическое освещение улиц. Вот. Понаслаждался звездным небом. Ну вот. То есть никаких таких особых беспорядков, вандалов, которые бы лютовали на улицах. Да, лютовали от слова лутинг, то есть погромы. То есть погромов не видно, не слышно было. Вот. Да и в принципе людей с темнотой на улице, хоть в автомобиле, хоть пешком, оказалось очень мало. А потом они куда-то вернулись. То есть у всех, у кучи народа появились дела в 12 ночи. И машин стало сразу больше на улице. Ну, вот. Ну, в общем, ничего такого запоминающегося не случилось, кроме того, что это просто было долго. Все. Вот такой вам отчет по... Какие выводы? Да, кстати, подпишитесь и поставьте мне лайк. И напишите комментарий, как бы вы себя вели. Какие отчеты выводы я для себя сделал. Да? Первое. Иметь в доме запас воды. Вот тот самый 10-литровый запас воды, который я купил. Постоянно держать этот запас воды на всякий случай. Второе, что я сделал вывод. Еду надо уметь на чем-то разогревать. То есть нужна какая-то компактная плитка, которая бы грела от чего-то химического. То есть это то ли газовая горелка, то ли спиртовая горелка. Тут спирт продают 96% в магазинах. Значит, наверное, все-таки какую-то спиртовую горелку надо приобрести. Типа как в школе у нас была спиртовка, чтобы можно было разогреть еду. Или даже приготовить новую. Потому что в холодильнике, я не знаю, еще не заглядывал. Но я думаю, что лучше продуктом питания 12-часового охлаждения в морозилке не стало. То есть нужно иметь какое-то, наверное, средство дополнительной герметизации. В общем, надо подумать еще, как спасать продукты в морозилке. Вопрос с бензиновым генератором маловероятен, потому что тут арендованные квартиры, непонятно, как этот бензиновый генератор подключать и к чему. Плюс вот это на тебя, скорее всего, быстрее полицию пожалуются, если ты на балконе включишь
А холодильник держать на каком-то источнике бесперебойного питания маловероятно. В общем, самое реализуемое это то, что приготовить продукты питания из морозилки. Но опять же, когда? Когда ты все время ждешь, что вот-вот включат, значит, вопрос с морозилкой, что с ней делать, оставлю под вопросом. Буду думать. Но точно должно быть что-то, что позволит разогревать пищу вместо микроволновки. Ну и, наверное, запас консервов, которые можно есть без разогрева. То есть это прежде всего рыбные консервы, наверное, какие-нибудь хранящиеся без охлаждения мясные консервы. Вот. Ну и какие-нибудь хлебцы, крекеры, которые вот могут лежать на полках месяцами и не портиться. Это, конечно, все нездоровая еда, но лучше такое, чем ничего. И некий запас наличной валюты, потому что кассы, считыватели, банкоматы, все это, скорее всего, при более длительном блокдауне, блэкауте, да, локдаун, блэкауте, это все перестало бы работать вместе с интернетом. А, да, жутко хочется новостей, последнее. Приобрету обязательно маленький радиоприемник, чтобы слушать новости хотя бы на испанском языке. Ну вот, собственно говоря, и все. Всем пока.